Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Занимаюсь всеми видами магии. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, в шапке профиля под этим видео. Найти меня можно на ютубе, в инстаграме, в телеграм-канале, где публикую более закрытые материалы. Также занимаюсь магией наказания, в том числе откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, боевая магия, самые жесткие методы, исполнение желаний. Также у меня сегодня гадание по неделям, по знакам зодиака, влияние высших сил, астрологических аспектов на нашу жизнь. Каждое утро у нас будет солнце, и когда оно заходит, мы хотим спать. Это самое очевидное влияние на физиологию. Также есть влияние на наши отношения с деньгами, наши энергии, связанные с общением, с окружающими, в любви, несут нас внешние события, людей каких-то, преподносит нам высшие силы. И неделя 22-28 августа начинаем мы с рыбы. Рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Что нам несут высшие силы? Помню, что они зависят также от того, насколько мы прорабатываем наши внутренние блоки, нашу энергию. Позитивные моменты можем мы усиливать, негативные минимизировать также при помощи магии и других энергопрактик. С чего начинается неделя у рыбы? У рыбы очень такое вот яркое начало недели, приподнятая такая вот энергетика, творчество. Возможно, что источником энергии является какое-то важное событие или сам какой-то король, мужчина, яркий какой-то творческий человек. Или это событие может символизировать мужчина. Вы в таком творческом подъеме, на высоких энергиях, блистаете умом, красотой, в творческом порыве. На работе это деньги. Деньги, которые вы планировали давно. Возможно, что они уже так прошли для этого долгий путь, много работали. Может быть, с привкусом такой усталости или горечи, но тем не менее это материальная, очень денежная карта. Также хороша для собеседования, но будет идти какое-то на понижение, может быть, не так радужно, как вы себе представляли. Тем не менее, это работа за деньги, но может быть то, что вы не очень хотите делать, или оно вас не так радует, как вот не так, как вы планировали. По социуму ведьма перевернутая, верховная жрица, люди, которые хотят к вам как-то проникнуть, в вашу энергетику, что-то вас узнать. Также вот польется какая-то, может быть, информация. Берегите информацию о себе, которая нежелательна, чтобы не попала в какие-то в чужие руки что-то о вас. Также кажется, что всплывет что-то о других людях, может оно вас не порадует. По сути, это хорошая карта вот для того, чтобы пойти максимально узнать тайны, секреты и нюансы поведения о других людях. В остальных случаях это указывает на то, что момент раскрытия истины может быть вам не на руку, да, то есть кто-то пытается проникнуть в ваши тайны. По состоянию здоровья шестерка мечей, шаг вперед, шаг назад, то, что если у вас началось развитие каких-то симптомов, оно тормозит, возможно, что вы это останавливаете, да, какие-то, может быть, сопли, какое-то, может, что-то заболело, оно ни туда, ни сюда. Также то же самое относится к выздоровлению, если у вас какой-то операция или травма. То есть оно начинает, наоборот, тоже так тормозить. Остальным, кто чувствовал себя до этого времени здоровым, состояние на прежнем месте, однако не рекомендуются поездки, особенно по морю, к морю. Все, что сопутствует морским приключениям, да, что там морская болезнь, возможно, какие-то задержки, травмы, то есть это будет вам тяжелая поездка. Состояние в личной жизни, пятерка пентаклей. Ощущение, что вам либо не до личной жизни, если у вас семья, то скорее у вас какие-то
Горечь. Горечь связана с материальными вопросами. Не обязательно это значит, что у вас прямо в семье все так плохо. Может означать именно вопрос трат именно относительно вашей личности, что вот всем вам ничего не достается, что вы не можете положиться, да, на какой-то бюджет, что в остальных отношениях, если вы одиноки или в отношениях, то речь идет о том, что недовольство ситуацией в личной жизни, поскольку люди, с которыми вы в отношениях, вы можете почувствовать, что ну вот как-то они вам ничем не помогут, если что, что есть это люди ненадежные, рассчитывать на них не приходится. Вот какое-то состояние горечи, вот такой вот. Так, что они не опора, как императрица перевернута, конец недели, что вы все пытаетесь контролировать. Немножко карта перенапряжения. Также эта карта говорит, что для мужчин означает скорее женщину, которая вас пытается контролировать, передавить вам, как говорится, кислород. Ну, для женщин вы слишком пытаетесь все сжать в кулак, слишком пытаетесь подчинить себе, да, и по итогу не в радость и не на пользу себе. Расслабьтесь, да, в поток, войдите в поток легкости. Что эта карта что слишком серьезно ко всему относитесь. Так, наши овны. Овны избегают решения вопросов, которые давно назрели. Надо бегать, надо шевелиться, надо что-то шустрить и связываться с какими-то людьми вам неприятным. Не хотите, уклоняетесь, нет сил. Не характерно для Овна, он у нас упорный, но вот бывает и такое, да, состояние по работе звезды, большие планы, успехи. Особенно хороша карта для людей, связанных с космосом, связанных с долгим каким-то планированием, прекрасные перспективы, возможно также проявить себя как звезда. Быстро планируйте высокий подъем, вы его достигнете. Возможно, что вам придется на этой неделе, хорошая неделя для того, чтобы где-то засветиться, блистать. Особенно для тех, кто занят презентацией себя или своих каких-то вот услуг, дел такое. То есть вы можете блеснуть своей звездностью. Вестник Пентаклей в вашем социуме. Отличная карта. Прекрасные новости, надежные партнеры, помощь родственников, в том числе даже подарки или материальная прибыль, помощь, покупка, удачная продажа, удачное вложение денег. Так. Состояние здоровья прекрасное, твердое, упорное. Даже для тех, у кого самое что-то, какая-то тяжелая болезнь или хроническая, говорит о том, что вы почувствуете отдачу, отвлечение от какой-то постоянных занятий своим здоровьем и позитивный результат, который продолжает нарастать. Состояние в личной жизни, борьба. Причем если у вас отношения между вами могут возникнуть вот такой вот прям забор, да, что разногласия. Я то люблю, а ты это, я это хочу, а ты то. То есть, возможно, такие вот сложности в паре. Если вы одинокий овен, то не способствует карта. Как каждый борется за свою территорию, и вот Овен не хочет выходить за границы какие-то территории, видя там сплошные препятствия и проблемы. Ну так, пока так. Не эротическое. Ой, конец недели, прям что-то Овна. Овен устал от людей. Овен устал что-то ко всем доказывать. Овен, возможно, это связано с потерей энергии, каким-то энергетическим пробоем. Так, смотрим. Телец. Тельцов. Начало.
нерабочее настроение. Я работаю, но мне не лень, я не хочу, я устал, я не вижу результатов, которые мне нужны. Немножко такое упадническое. Так, состояние по работе. Вот оно, обида. Недостаточно получаю, недостаточно ценят. Все какие-то старые проблемы. Какие-то критика несправедливая. Вот так вот. Не способствует договоренностям или собеседованием успешным, поскольку все как-то проигрывается, старые обиды. По окружению, социуму. Ну, люди, вы достаточно трезво видите недостатки этих людей, общаетесь, ну, скажем так, без иллюзий с этими людьми. Также может открыться какие-то негативные моменты о людях, которые вы на них рассчитывали, вы к ним были расположены. Ну, вот так они так вас немного подведут. Состояние здоровья, траты, деньги. Бесконечные траты, вы не рассчитывали на то, что это будет нужно еще что-то делать, и такое немного отчаяние. Также, возможно, не получаете эффекта от какой-то терапии, вот, или такие ощущения у вас. Ну, помню, это неделя, какой-то прям кризис. Так, двойка мечей. Состояние в личной жизни, компромисс, вы балансируете в отношениях. Удерживаете некие договоренности. Также, если у вас начало отношений, то это скорее такое вот через не хочу, через знакомство, уже которое начинается с компромисса, что-то вам не нравится, ну так вот без особого энтузиазма. Конец недели, деньги, вы получите деньги, причем такие трудные деньги, тяжелые деньги, но это хорошая все-таки денежная карта, как ни крути. Через препятствия. Так, по нашей близнецы. Деньги. Вы вырвали деньги, получили деньги. Тяжелым путем даются деньги. Возможно, что вы не ожидали, что так много надо будет ждать или трепать нервы. Но это получение. Получили, вырвали, да, тяжелым путем. Состояние по работе. Тут скука перевернута. Усталость, эмоциональная пустота. Работа неинтересна. Спад эмоциональный в работе. Также по собеседованию можете не понравиться, да, друг другу в принципе. Так, ваша социум, тройка жезлов, это неопределенность, люди, которые не внушают вам доверия, не знаете, куда двигаться. Скорее надо избегать этого общества, поскольку оно не с кем общаться. Это не те, вы видите, что в решении ваших вопросов эти люди ничем не помогут, только запутают вас. Ваше состояние здоровья, королева мечей перевернута, говорит о том, что чрезмерно нагружаете себя, либо ограничиваете себя во всем. Также это может какой-то очень такой баланс ненадежный нарушиться, потому что вы переходите границы со своим здоровьем. Либо перегружаете его информационно, либо своими ограничениями со здоровьем создаете вот такое вот пограничное состояние, которое может вылиться в кризис, да, не опасный, но все-таки, то есть какие-то до уколов, каких-то там необходимости. Семерка мечей. Так, в личной жизни. Скользкий тип, какие-то знакомства, если вы одинокий близнец, какие-то знакомства, где человек что-то держит за пазухой до конца, неясны его намерения, вот такой скользкий тип. Если у вас уже есть отношения или брак, то ваш партнер что-то затаился, также о вас могут сплетничать ваши, не выдавайте информацию, никому ничего не рассказывайте, поскольку ваша личная жизнь может стать объектом таких сплетен, злых достаточно. А зато король кубков. Конец недели для близнецов. Король кубков — это женщинам, это любовник, поддержка, такой вот весь эмоциональный, добрый, душевный.
король кубков напрямую может быть он. Для мужчины это также, близнецов также может быть ваш какой-то друг, веселый друг. Вот копей, земля, валяйся, который всегда поможет, всегда эмоционально поддержит, с которым прекрасно, комфортно и так далее. Развлечения, веселая компания. Раки. Всадник пентаклей. Нарушенные планы, что-то тормозит, что-то пошло не по плану. В основном это касается денежных вопросов. Купить, продать, отремонтировать, запланировать поездки, траты. Срывается, затягивается. По работе королева жезлов, яркое событие, талантливая женщина, увлечение работой, интересное собеседование, где вы можете раки, да, будете захвачены каким-то интересным делом. Также время проявлять себя. Творческая натура, болтливая, яркая, прекрасная. Афишировать свои какие-то достоинства. Хорошее собеседование успешное, если вы ищете работу. Ну и предъявление себя миру. Так, по социуму, ну, какое-то открытие тайн чужих, открытие чужих мотивов людей, которые даже не скрывают. То есть какие-то пойдет информация, которая поставит какие-то неясности на свое место, вскроет поведение этих людей. Ну, может, это вам будет неприятно, что вы узнаете о ситуации, о людях, как они на самом деле относятся к вам и к вашим делам. То есть вы это все выясните для себя. Ну, тоже как бы неплохо выяснить. Двойка кубков переворот. Ну, какая-то не сильная, но проблема. Разрегулирование. Это может быть какие-то эмоциональные перепады. Реакция на какие-то события. Вот такая слишком эмоциональная. Также расстройство пищеварения. Двойки кубков. От какого-то питья. Что-то не то выпил, не то съел. Так, Луна, личная жизнь. Одинокие выйдут из депрессии, грусти, печали и вознамерятся, да, вот, предъявить себя окружающему миру, выяснить, что-то повыяснять, выяснять отношения, то есть что-то вам станет легче на сердце в отношениях, в паре и без отношений, в семье. Это всегда упал с души камень, это Луна перевернулась, все стало на свои места, вы успокоились. Возможно, что-то были надуманные или какие-то нотки депрессии, вот и вы уже вышли из нее. Король жезлов, кстати, способствует. Смотрите, король, королева жезлов, хотя сам рак знак воды. То есть конец недели ознаменуется какими-то яркими событиями, знакомствами. Возможно, это знакомство также с мужчиной для женщин раков. Или просто яркое событие, тусовка, люди, увлеченные общим делом каким-то или чем-то интересным, что зажжет в вас какую-то искру творческую, искру интереса. Так, дальше наши левушки рыжие, голубушки. Так, левушки в ожидании. Левушки вынуждены ждать, поскольку от вас многие вещи не зависят. И пока вы не можете проявлять активность. Ну, давайте посмотрим, с чем это срезонирует. Видимо, это связано с работой. Что какая-то цепочка поставщиков, какие-то клиенты, что-то банк. Все, что это, или там поломался компьютер. От вас-то не зависит, и просто ждете, пока это починят. Так, зато интересная карта. Маг, социуме. Новые дела, новые идеи, знакомство с кем-то, вход в новое общество. Маг, также обращение к магам, идея новой деятельности, появление нового интересного человека в вашем окружении, также помощь мага, напрямую просто очень умного, классного специалиста в своем деле, на которого вы можете положиться. Ну, кстати, это может быть и вы сами. Влияние оказываете на социум, особенно если это вы в области
политики какой-то или на массы людей влиять хотите. Вот хорошее. Так, состояние здоровья, король мечей. Вот тут вот как бы резкое что-то. Вот слишком резко вмешались, слишком резко изменили образ жизни. Возможно, потребуется даже помощь, малая хирургия, вырвать зуб, не знаю, что-то закололо, заболело. Ну, помним, что это временная, да, ситуация. Так что всадник мечей, вестник мечей в личной жизни, раздражительность, безосновательная критика, причем по мелочи. Если вы одинокий лев, вряд ли это что-то, какие-то знакомства последуют, поскольку в состоянии раздраженности вы с этими людьми друг друга не воспринимаете информацию друг от друга. Также вас подвергнут критике, если вы в отношениях, неважно, семейных или личных. Критика у вас такого прекрасного по мелочи. И конец недели Солнца. Ну, кстати, карта хорошая для семейных львов. Возможно, что все это вы укроетесь в семье. Все-таки у вас достаточно светит солнце, теплое, ясное, прекрасное. Для тех, кто не находится в семейных отношениях, это сближение с человеком теплым, дружественным. Также это солнце может засветить в любой области. Это общество. Тут перекликается с магом. Какие-то новая компания, которая близка вам по духу. Образование, где вы получите такой вот какие-то очень теплые эмоции. Вас будут окружать какие-то люди единые по духу. Солнце самая лучшая, одна из самых лучших карт Таро. Конец недели у львов такой вот обнадеживающий. И успех, деньги, и близкие люди, и поддержка от них. А с вами была Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.